Всем привет, дорогие друзья, вязальщицы и вязальщики, если таковые имеются. Сегодня мы с вами свяжем вот такую замечательную летнюю косыночку цветочками, безотрывным вязанием. Такой летний пляжный вариант. Можно, кстати, не только на пляж, мне кажется, в такой косыночке ходить. Ну, в общем, буду рада вашим лайкам, вашей подписке на мой канал. И если вам понравились мои видео, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Приятного вам вязания! Итак, приступим. Заранее извиняюсь за освещение. К сожалению, моя лампа сломалась. На улице идет дождь, немного темно. Поэтому вот такое освещение у нас сегодня. Приступим. Для вязания мне понадобится вот такая пряжа. Я вяжу 100% хлопка. Ниточка довольно тонкая. Надеюсь, вам видно хорошо. 50 грамм в 160 метрах. Мне хватит одного моточка. Вот такая вот пряжа, кому интересно. Буду я ее вязать крючком 1,9 миллиметров. Ну и понадобятся нам ножнички. Итак, первым делом мы с вами сделаем петлю-узелочек. Все, затянули. Далее набираем 8 воздушных петель в кольцо. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замкнули в кольцо. Первую петелечку продеваем. Протаскиваем нить. Дальше мы приступаем к вязанию первого лепестка. Для этого набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Далее нам нужно сделать 2 накида на крючок. 2 накида. Продеваем крючок в наше кольцо и не довязываем столбик с 2 накидами. 1, 2. Продели 2 раза. У нас на крючке осталось 2 ниточки. Далее снова делаем 2 накида. Продеваем вот крючочек наш в основное кольцо, захватываем нить, 2 раза провязываем по 2 нити. Теперь у нас на крючке 3 петли. Мы не довязали до конца второй столбик с 2 накидами. Дальше делаем снова 2 накида, продеваем, вытаскиваем нить. 1, 2. И третьим движением мы провязываем 4 петли на крючке. Таким образом, вот у нас такой столбичек получился. И далее снова делаем 5 воздушных петель. И замыкаем все это соединительным столбиком в основное кольцо. Кольцо у нас серединка первого цветочка. Вот таким образом у нас получился первый лепесток. Далее снова делаем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. 2 столбика, 2 накида точнее. Дальше не довязываем столбик с 2 накидами. Второй столбик также с 2 накидами. Не довязываем до конца. И третий. 1, 2. И дальше продеваем все ниточки на крючке. Далее снова набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И замыкаем все это за основное кольцо. Можем их немножко растянуть, да, чтобы придать такую форму настоящих лепесточков на настоящем цветочке. Таким образом мы сделаем еще 3 столбика, 3 точнее лепесточка, извините. 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, провязали вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Продели в кольцо полустолбиком. Далее, когда мы провязали у 5-го лепестка 3 столбика с накидом, с 2 накидами вместе, да, мы набрали 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами, провязали их вместе с единой верхушкой. И далее мы набираем цепочку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. От крючка отсчитываем 8 петель.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 8-ю мы делаем соединительный столбик, соединительную петлю. Вот так. Раз, продеваем их вместе. У нас получилась таким образом серединка следующего цветочка. Вот она у нас, сердцевиночка. Дальше что мы делаем? Мы набираем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Захватываем за первую воздушную петлю, вот здесь, которая у нас идет к лепесточку близко. Провязываем также соединительную петлю делаем. Таким образом. Далее вот так разворачиваемся немножко, чтобы не терять наш рисуночек, да. Вот так вот разворачиваем ниточку. Далее набираем 2 накида делаем, продеваем в серединку второго уже цветочка ниточку, провязываем наш столбик с 2 накидами, делаем 5 воздушных петель, раз, два, 3, 4, 5, заводим крючок в серединку второго цветочка, делаем соединительный столбичек. Таким образом у нас получился лепесточек у второго цветка. Соединен он у нас с лепесточком с 5-м первого цветка. Далее мы набираем цепочку из воздушных петель. 3, 4, 5. Делаем столбик с 2 накидами, который не провязываем до конца. Второй столбик с 2 накидами, не провязанный до конца. Третий столбик с 2 накидами. Провязываем их вместе, соединяем со следующим лепестком первого цветочка за верхушечку, за серединку, там, где мы провязывали. Смотрите, я убираю крючок, вытаскиваю. Вот у нас петля нового лепестка, нового цветка. Продеваю крючок в серединку вот 4-го лепесточка первого цветка. Завожу сюда ниточку и делаю вот так, соединяю их. И дальше делаю еще 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. И сюда делаю соединительный столбик. И вот у нас готов второй лепесточек второго цветочка. Вот таким образом. Далее мы делаем обычные еще 3 лепестка. Вот такой же схеме. Раз, два, 3, 4, 5 воздушных петель. 3 столбика с 2 накидами, которые у нас до конца не довязаны. Да, провязываем их вместе. Делаем 5 воздушных петель и соединительный столбик. И таких же лепесточка делаем еще 2. В 5-й лепесток мы не соединяем серединку, да? Мы оставляем на верхушечке. Вот только что я сделала 5-й лепесток. 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами, которые я провязала вместе, соединила их, так, да, провязала вместе, и далее вяжем снова 14 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Далее отсчитываем 8 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Восьмую заводим крючок, делаем соединительную петлю. Дальше мы делаем 5 воздушных петель. 4, 5. Заводим в самую первую петельку сюда, которая после лепесточка у нас. Делаем снова соединительную петлю. Вот так вот разворачиваем ниточку. Под низом ее так проводим, ниточку. Хопа. Выпускаем ее здесь. Дальше мы делаем 2 накида и провязываем 1 столбик с 2 накидами. До конца его провязываем. Дальше мы делаем 5 воздушных петель. И соединяем их серединкой соединительным столбиком. У нас должно быть такие 4 перекладинки лепесточка. Вот такой у нас получается уже рисунок. Дальше снова делаем второй лепесток третьего цветка. 3, 4, 5. 2 накида. Столбик с 2 накидами до конца не провязываем. Снова 2 накида. Снова до конца не провязываем. И опять 2 накида. Вместе провязали. Dальше опять вытащили нашу ниточку, нашу петельку. Вытащили крючок. Продели крючок в следующий лепесток предыдущего цветка, в самую серединку. Захватили ниточку и соединительной петлей вот так провязали. И далее 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и закрепили в серединке третьего цветка соединительным столбиком. Таким образом у нас вот так получилось. Дальше вяжем еще 3 лепестка. И последний, 5, как обычно, по схеме, мы заканчиваем наверху, не провязывая 5 воздушных петель с закреплением на серединке. Провязали 3 столбика с 2 накидами, остановились. Сейчас еще раз покажу. Вот он у нас 5 лепесток начинается. Набираем стандартно 5 воздушных петель, делаем 2 накида, провязываем по 2 петли 2 раза, остается на крючке 2 петли. Дальше опять 2 накида. Опять провязали 2 раза по 2 петли. Теперь у нас 3 петли на крючке. Дальше набираем снова 2 накида. Опять 1, 2 и 4 петли на крючке мы провязываем вместе. И далее набираем 14 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую делаем колечко, закрепляем соединительной петелькой. Набираем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Замыкаем в первую петлю. Только смотрите, чтобы у нас не развернулся наш цветочек, чтобы лицевая сторона всегда была наверху. В первую петлю замкнули, ниточку вот так снизу продели, чтобы также у нас все с лицевой стороны было. Рисуночек продолжается лицевой стороной. Сделали 2 накида в колечко основное, провязали этот столбик с 2 накидами. И далее, сейчас я немножко расслаблю, точнее затяну петлю, получилось слишком слабенько у меня. Да. И далее снова 5, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Замкнули соединительным столбиком. Вот таким образом. И далее снова по схеме делаем следующий столбик с соединением. Следующий, точнее, лепесток с соединением с лепестком следующим предыдущего цветочка. И снова также 5 лепестков в целом делаем.
И таким образом мы должны связать ряд из цветочка, необходимый для ширины нашей косыночки. Ну что, друзья, я таким образом связала 7 цветочков. Да? С учетом моего обхвата головы 54 сантиметра, с учетом того, что здесь будут завязочки. В первом ряду цветочков у меня примерно 30 сантиметров получилось. Вот, я их немножечко отутюжила. И далее, как мы видим, у нас незавершенные цветы. Нам нужно завершить этот ряд 6-м лепестком у каждого цветочка. Как мы это делаем? Так, смотрите. Вот у нас 5-й незакрытый лепесток. Не закрыт он у нас 5 воздушными петлями, как мы помним. То есть мы набираем 5 воздушных петель и закрываем наш лепесточек. И далее мы набираем 6-й лепесточек последнего нашего цветочка. Делаем все стандартно. 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами, которые мы провязываем вместе. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем. Закрываем полустолбиком. Дальше набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда делаем вот в это соединение, закрываем. Да? Стандартный лепесточек у нас имеет 5 таких перекладинок, но здесь мы, когда соединяли, мы делали их 4. То есть, получается, мы сейчас будем их просто закрывать. Закрывать и довязывать столбик. Да? То есть сейчас эти 5 воздушных петелечек у нас идут и вот сюда в соединение. Мы их соединяем воздушной соединительной петлей. Ой, простите, вылетела. Да? Вводим сюда, вот так вот, за оба лепесточка. И соединяем. Петля спадает. Все, соединили. Дальше снова мы делаем 5 воздушных петель. 4, 5. И ведем их вот сюда, в серединку следующего цветочка. Делаем полустолбичек соединительный. Снова набираем 5 воздушных петель. Простите, так, это у нас будет 6-й столбик следующего цветка. Делаем его стандартно. 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами. Их уже сделала. Так, соединяем вместе. И 5 воздушных петель в серединку. Соединительный столбик. Если я объясняю непонятно, либо быстро, либо ну, просто вам что-то непонятно, там спадает, у меня спала петелька, вы запутались, пишите, пожалуйста, я постараюсь вам все объяснить. Дальше снова у нас идет 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, чтобы закрыть у нас вот этот лепесточек. Также мы его вот сюда в соединение со следующим цветочком соединяем. И опять 5 воздушных петель. И сюда уже в серединку следующего цветочка. Сейчас делаем 6-й лепесток у этого цветочка, у 3-го. 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами. Соединили их вместе, 5 воздушных петель, соединительный столбик. Снова сейчас будет у нас 5 воздушных петель сюда в соединении, 5 воздушных петель в середине. Да? Схему вам. Дальше 5 воздушных петель, 3 столбика с 2 накидами.
5 воздушных петель опять сюда, 6 столбик закрыли, 6 лепесток закрыли сюда, опять сюда у нас соединение 5 столбиков, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 6 лепесток сделали, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 6 лепесток сделали, 5 воздушных петель, 5 воздушных петель, 6 столбик сделали. Вот. Таким образом у нас получится все 7 цветочков. 7 цветочков в моем случае, в вашем случае их может быть больше, меньше. Это зависит от того, какой пряжей вы вяжете, какой у вас обхват головы, какая ширина косынки вас устроит. Я дошла до последнего цветочка в нашем ряду. И сейчас вяжу здесь 6 лепесток последнего цветочка. Набираем 5 воздушных петель. Опять же вяжем столбики с 2 накидами, да, не провязывая их до конца, в количестве 3 штук. Все, провязали их вместе, и на этом остановились. Далее мы будем вязать второй ряд наших цветочков по такой же схеме. В каждом новом ряду с переходом ко второму ряду важно отметить, что если в первом ряду мы с вами вязали изначально по 5 лепесточков в каждом цветочке и потом уже закрывали их 6-м лепесточком, то во втором ряду мы с вами будем делать в первом цветочке и в последнем цветочке 4 лепестка и дальше уже в серединке по 5 лепестков. И дальше будем опять их закрывать последними лепесточками, 6-ми, ну и в крайних цветочках, соответственно, 5-й, 6-й. Сейчас мы набираем 14 воздушных петель. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14. В 8-ю петлю делаем соединение, опять же, да? Так, слишком туго затянула. Так, сделали соединение. 5 воздушных петелечек набрали. Вот сюда вот соединили в первую петелечку. Так, немножечко развернули, чтобы у нас ниточка вот здесь вот была, да? Не забываем, что у нас лицевая сторона всегда. Сделали столбик с 2 накидами. Сделали 5 воздушных петель. Соединительный столбик. Все. Далее опять 5 воздушных петелечек по схеме. 3 столбика с 2 накидами, которые мы в конце вместе провяжем. Дальше выпустили крючочек, оставили петлю. Смотрим, где у нас следующее соединение. Вот оно. Вот эти вот 2 лепесточка. Нам сейчас нужно соединить их с 3-м лепесточком. Вместе соединения продеваем крючок, продеваем петелечку нашу и 5 петель воздушных набираем. 2, 3, 4, 5 и соединительный столбик в серединку цветка нового. Соединили. Следующее соединение у нас пойдет вот сюда. По схеме делаем лепесточек. Все, соединили. И дальше делаем соединение в серединку вот этого вот лепесточка. Вот так. Соединили. 1, 2, 3, 4,
5 воздушных петель. Вот сюда, продели. Дальше у нас будет 4-й лепесток, который мы не соединяем ни с чем, а точнее будем соединять с новым цветочком, да? То есть делаем снова 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Еще один столбик с 2 накидами, недовязанный. И 3-й столбик с 2 накидами. Провязали их вместе. Все. Дальше набираем снова 14 воздушных петель. Так, и дальше по старой схеме, точнее схеме предыдущего цветочка, делаем все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитали. Соединили. 5 петель набрали. Соединили. Смотрите, не разверните вязание, не разверните рисунок изнаночной стороной. Так, ниточка у меня тут не вся прошла. Дальше. Да, вот так вот. Ниточка у нас должна снизу пройти. Ну, можем так вверх ногами поменять местами. Столбик с 2 накидами. И 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Далее мы сделаем лепесточек, который у нас пойдет вот в это соединение. И следующий пойдет вот в это соединение. Так, вот смотрите, мы сделали один лепесток сюда в соединении, один лепесток сюда, один лепесток вот сюда в соединении. 4. Дальше вяжем 5-й лепесточек, из которого у нас пойдет следующий цветок. Получается, мы сделали одно соединение вот сюда, одно соединение сюда, одно соединение вот сюда. У нас получилось, да, 4 лепесточка. Далее мы 5-й вяжем свободный, и из него будем вязать новый цветочек. Опять 14 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 вяжем соединительную петлю. 3, 4, 5. Здесь вот важно уже разобраться, где, куда мы соединяем наши цветочки. С каким лепестком. Нам важно не пропустить ни одного соединения, чтобы у нас все было хорошо, плотненько соединено. Это все мы в конце красиво отутюжим. Кстати, таким узором можно все что угодно связать. Можно сумочки вязать. Можно подобрать другую пряжу. Можно более плотную пряжу сделать. Можно даже из шнура полиэфирного связать сумочку таким узором. Топ связать. Платье. Все что угодно вообще. В принципе, схема одна и та же. Главное понять принцип. Да? Понять, где нам и как закрыть потом в конце, а точнее в обратную сторону, лепесточки. Где нам какой лепесточек с каким соединить. Я вот у нас второй лепесточек. Цветочка. Соединяем его вот сюда. Вот в это вот в этот стык. Не пропускаем. Вот так вот. Следующий лепесточек будем соединять вот сюда. И 4-й лепесточек пойдет вот сюда. Все, далее опять связали 5-й лепесток. Из него будем вязать. Так же, как и предыдущий наш цветочек. Да? Один лепесточек, второй лепесточек сюда соединение, 3-й лепесточек сюда соединение, 4-й лепесточек сюда соединение. Все. И 5-й лепесточек свободный, из него вяжем следующий цветочек. Я дошла до конца ряда. И дальше мы будем довязывать
5 и 6 лепесток, где это необходимо, да, в крайних наших цветочках. И 6 лепесточек в серединке здесь цветочек. То же самое все делаем. Обычные лепесточки. И также закрываем 5 воздушных петель сюда в соединение, 5 воздушных петель сюда. Лепесточек, 5 воздушных петель сюда. То есть все то же самое, что мы делали в предыдущем ряду. Так, друзья, смотрите, какой еще есть нюанс. Если мы будем в крайних наших цветочков делать всегда по 6 лепестков и вязать с конечной точки ряда, то у нас получится как будто бы в шахматном порядке цветочки. Поэтому нам важно что сделать, чтобы сохранить диагональ. Либо вернуться в лепесток, который был перед последним. Да? Например, здесь у меня вот был 6 лепесточек. Я ниточку вот так раз вернула вот сюда. Либо, что я сделала в этом ряду, я связала 5 лепестков, и 6 я уже не заканчиваю, и с 5 продолжаю вязание наверх, следующий ряд. Да? Давайте еще раз проговорю. Вот здесь у меня 5 лепестков, хотя в средних цветах по 6. И с крайнего цветочка, где 5 лепестков, я продолжаю вязать следующий ряд. Либо вариант такой. Я сейчас довязываю 6 лепесточек. Да? Сейчас я вам покажу, как это происходит. Да? Вот он у нас 6 лепесточек. Но я не хочу начинать вязание отсюда, иначе у меня тогда не сохранится моя диагональ. Тогда что я делаю? Я так разворачиваю вязание изнаночкой и просто соединительными петлями иду к предыдущему лепесточку. Так вот, шаг за шагом. Шаг за шагом. Пока не попаду в верхушку 5-го лепесточка, предпоследнего. То есть вы можете выбрать вариант, который больше нравится вам. У меня, например, здесь предыдущие ряды я связала таким способом, а конечные ряды я сейчас, да, буду вязать по 5 лепестков в крайнем цветочке. Да, можно оставить вот так. Можно распустить. И начать вязание отсюда. В чем разница? В том, что у нас здесь не будет, да, сбоку такого лепесточка. Конечно, лучше выбрать один вариант и ему следовать от начала и до конца вязания, чтобы у нас была ровная, симметричная, красивая косынка. Но для того, чтобы вам показать оба варианта, я сейчас из 5-го лепесточка, ой, распустила, пойду вязать следующий ряд. Таким образом, в крайних лепесточках у нас не будет, в крайних цветочках у нас не будет вот этого крайнего лепесточка торчать с торца. Получается так. В каждом новом ряду у нас на один цветок меньше. Это все идет вполне гармонично. Если вы правильно соединяете каждый лепесток к нужному лепестку предыдущего ряда, то у вас оно так и пойдет. В каждом новом ряду будет на один цветочек меньше. И девочки и мальчики, если мы приняли решение с краю вязать по 5 лепесточков, не забываем, да, что мы начали с того, что мы связали здесь 5 лепестков. И когда мы ряд, не смотрите, что здесь 4, потому что я еще не закрыла ряд. И тогда, когда мы заканчиваем ряд, мы в последнем нашем цветочке ряда тогда также точно провязываем 5 лепестков. Не забываем, да, вот мы закончили ряд 4 сейчас и делаем 5-й лепесточек здесь. Все, сделали 5 лепесточков, 6-й не провязываем и идем, закрываем наши цветочки последними лепесточками. Да, не забываем. Сначала мы делаем 5 воздушных петель, идем в соединение лепесточков, делаем соединительную петлю, опять делаем
5 лепесточков. Идем в соединение сюда. Идем сюда в соединение, в серединку, провязываем, ну, в данном случае 6-й лепесток, потому что это не крайний цветок. И потом в крайнем нашем цветочке будем провязывать 5-й лепесток, как заключительный лепесток ряда. Да? Вот я дошла до последнего, точнее до 1-го лепесточка. И провязываю до последнего цветочка и провязываю здесь 5-й лепесток. И далее приступаю к следующему ряду. У меня их осталось 2. То есть всего у меня получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. У вас может получиться больше рядов, меньше рядов, в зависимости от того, какой размер косынки вы хотите, сколько цветочков вы выбрали вязать изначально. Потом я вам скажу, сколько у меня размеры косынки получились. В последнем цветочке, в последнем ряду у меня вышло 3 лепестка соединения. И я добавлю еще 3 лепестка отдельных. Они не будут соединяться ни с какими другими цветами. Вот такой цветочек у меня получился, заключительный. Да, теперь нам нужно обрезать ниточку. Для того, чтобы ее обрезать, нам нужно сделать заключительную петлю, узелочек. Сделали отдельную петельку, обрезали ниточку. Затянули узелочек. И теперь эту ниточку будем прятать с обратной стороны вязания. Просто продевая ее сквозь ниточки, сквозь наше вязание. Вот так вот ее прячем. Можно это оставить ниточку подлиннее и сделать это иголочкой. Тоже как вариант. Так, после того, как мы нашу основу для косынки связали, нам нужно сделать шнурочки, завязочки, да? Смотрите, у меня самый простой шнурочек. Воздушные петли набрала и обвязала их полустолбиками. Смотрите, шнурочек один у меня 29 сантиметров примерно. Вы смотрите, как вам больше нравится, какая длина вас больше устроит. Возможно, вы хотите длиннее, короче, может быть, вы хотите вообще какие-нибудь сделать застежки. Вот. Но у меня она просто будет завязываться. Итак, как мы делаем шнурочки? Находим крайний нижний лепесточек, да, крайнего цветочка нижнего. Ну, у меня вот этот вот, второй, скажем так, лепесточек, если вот так снизу считать. Вводим сюда нашу ниточку и набираем 70 воздушных петель. После того, как мы набрали 70 воздушных петель, мы обвязываем их такими полустолбичками. Со второй от крючка петли в каждую петельку так провязываем полустолбики. И так до конца нашей воздушной цепочки. Все. И заканчиваем мы соединительной петлей. Я это сделаю вот сюда, вот цветочек наш. Дальше опять сделали одну воздушную петелечку
Это будет наш узелок. Обрезали ниточку. Хотите подлиннее, хотите покороче. Подлиннее можно будет спрятать иголкой, еще раз повторяю. Покороче, да, мы сейчас крючком ее спрячем. Также под вязанием сзади, под цветочками. И остаток обрежем. Такая красота у нас получилась. Дальше мы ее отутюжим и можем спокойно носить на пляж или куда-нибудь просто носить, куда хотим. Получилась она у меня 31,5 сантиметр шириной, не включая туда завязки, на 23 сантиметра. Вот такая миленькая косыночка. Друзья, спасибо, что вязали со мной. Всем хорошего вязания и до новых встреч. Пока-пока.